Стрельцы, привет! Я сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз с 21 до 31 июля. Посмотрим, что каждый день, третья декада июля, принесет в вашу жизнь. Во время ежедневных прогнозов мы с вами делаем еще энергодиагностику, мы смотрим воздействие или что окружает вас, да, по жизни, в бытовых вещах, в бытовых событиях и не только, к чему быть готовым, как реагировать, советы я вам даю. Также еще напоминаю, смотрите обязательно, очень рекомендую смотреть прогнозы еще на свой знак асцендента для полноты картины, да, чтобы вы получили полный прогноз для себя. Вы смотрите на свой основной знак, вы стрельцы, но если вы по асценденту не стрельцы. А также знак асцендента свой определяйте, он совершенно другой знак гороскопа может быть, но он также на вас влияет даже больше иногда, потому что асцендент первый дом, дом вас, вашего я, вашей личности. Также еще возможно и рекомендуется смотреть прогнозы на знак по Луне. Если сможете его определить, вот 3 прогноза, это будет шикарная полная картина общего прогноза для вас. Начинаем смотреть. 21 июля. Если резонирует или если вы хотите посмотреть свой личный какой-то вопрос, да, более подробно получить ответы или разбор своей астральной карты, то можете написать мне лично. Я всегда на связи с вами, в Telegram пишите. Отвечу быстро, помогу разобраться. Потому что это моя работа, карты, знаете, это моя душа, это моя любовь, это моя жизнь, всегда со мной. И в любой ситуации помогу, расскажу. Так, первые 5 дней, которые нас интересуют, и далее. 26 июля. Очень важно, знаете, принимать решения нужно на трезвую голову. И часто наши эмоции, наши мысли, наши планы, они как-то портят, да, эмоции очень многое портят. А для того, чтобы успокоить эмоции, часто нужно получить ответ, и поэтому вот консультация по картам и также астрология очень многое говорит из того, что вы сейчас переживаете, она характеризует. И узнав, получив такой ответ, получив мою рекомендацию, совет, вы будете знать, как действовать, и точно не сделаете ошибок, поэтому я и говорю, обращайтесь обязательно. Итак, мы начинаем. 21 июля. Метла и медведь. Метла всегда у нас означает, конечно же, чистку. Знаете, вы находитесь в состоянии такого внутреннего очищения. Это сомнение, это вроде бы, знаете, как будто бы спор с самим собой, но это чистка, это идет отбраковка. Посмотрите, да, что-то связанное, может быть, с каким-то контролем в вашей жизни, или сами себя вы удерживали до сегодняшнего дня, или кто-то вас контролировал, кто-то вас удерживал, не позволял вам двигаться вперед. Вот происходит такой разбор полетов всегда по метле у нас, да, ссор выметается, остается только полезное, только порядок наводится внутри и вообще в жизни. Но это связано с каким-то контролем, вроде бы, да, может быть, до сегодняшнего дня вам казалось, что это безопасность, это обеспечивает вам какую-то структуру, наполненность, но на самом деле больше контролировала и на месте держала. Полностью вы не избавитесь, защита за вами остается, но вы порядок наводите, и вам становится легче и проще жить и справляться с какими-то вещами. Такой разбор полетов, да. Не ссорьтесь, главное, в этот день не ссорьтесь ни с кем, потому что можете, да, здесь как начальник идет, или кто-то, кто над вами стоит, или ваш партнер, который довольно подавляющий. Не ссорьтесь, пожалуйста, разбираться нужно, но разбираться без лишних эмоций. 22 июля. Гроб — это полное завершение чего-то, и корабль. Смотрите, не получается поездка, да, не получается переезд куда-то, не получается продвижение. Может быть, было много сделано для того, чтобы что-то произошло. И вот сейчас, может быть, разобравшись внутри себя, вы поняли, что вам вообще в другую сторону. Вам не нужно двигаться туда, куда вы собрались. Вы откладываете это решение, откладываете или переезд, или поездку, учеба. Это может быть тоже по кораблю, развитие какое-то. Не это направление, скорее всего, вам нужно выбрать, потому что после того, как я вижу, вы наводите порядок внутри себя, вы принимаете решение, что это в моей жизни не мой путь, это лишнее. Вы откладываете решение, вы откладываете поездку куда-то, и это, скорее всего, правильно. Давайте посмотрим, что дальше будет. 23 июля.
Собака — это верность, это собака — это перст указующий, да, то, что вам показывает направление по жизни. А букет — это красота и таланты, это ваша внутренняя структура, которая показывает вас, насколько вы можете быть интересны этому миру и людям, и это ваша реализация, да, то, что ваш талант вы обмениваете. Таланты — это как в древности так деньги назывались в древней культуре. Вы обмениваете свой внутренний талант, свои дары на дары физические. Посмотрите, собака рядом с вами, это вы, как верный друг, выходите, и ваша дружба, ваша верность — это ваша сила, ваш талант. Вы можете проявить себя как друг. Вы можете показать кому-то на их таланты и на то, каким этот человек может быть прекрасным. Красота — это наружная, это ничто. Красота внутренняя — это все. Она отражается на внешности всегда, на личной жизни, на том, кто человека окружает. Вот вы верный друг, и рядом с вами такие же верные друзья и талантливые находятся. В любом случае вы видите того человека, который может быть вашим другом. Может быть, до сегодняшнего момента вы выбирали как-то немножечко не искренне, а немного просчитывая, да. Этот человек, допустим, может меня оберегать и давать мне какую-то защиту или какую-то поддержку. И это не искренность была в вашей жизни. Сейчас вы разобрались, вы понимаете, где ваш верный путь, и вы направляющим таким человеком стали. Вы перестали путаться, вы стали четко очень понимать, куда вам двигаться для того, чтобы получить вот эти таланты. Таланты в виде денег, да. Заработок может у вас быть не в этот день именно, но вы сейчас понимаете, осознаете, как вам действовать, чтобы реализоваться в этой жизни, получить в личной жизни реализоваться, в профессиональной жизни реализоваться. Вы знаете, у вас верный нюх, да, как у собаки верный нюх. 24 июля, дом и клевер, удача, повезет с недвижимостью, может быть. Дом, который наполняет счастье и удача. Вы понимаете, как вам повезло, то, что ваш быт устроен именно так. Вы понимаете, что как улучшить ваш дом, вашу семью, ваше личное пространство. Дом — это еще ваше тело и ваше личное пространство, которое вы организуете. Посмотрите, много счастья в вашу жизнь приходит. Это удача, это повезет, и это заслужено вами. Вы к этому шли, да, долго шли, но что-то пришлось отменить. Но при этом вы высвободили место для того, чтобы очень много счастья и удачи заслуженного пришло в ваш дом. Дом заслуженный, надежный, стабильный. И вот это безопасность настоящая, не медведь безопасности. Это мнимая безопасность всегда, это временно. А вот дом, то, что вы для себя создали и для своей семьи, свое личное пространство на работу, это настоящая безопасность. Дом вас оберегает и восстанавливает. 25 июля, змея, вы очень умный человек, и гора. Но здесь, знаете, горе от ума такое идет. То есть все-таки, может быть, где-то проявляете лишнюю инициативу или манипуляция. Будьте аккуратны, пожалуйста, потому что вы в роли змеи не должны выступать. Вас змея тормозит. Это второе значение. Вас тормозит какая-то женщина, да. Гора — это помехи, это препятствие на вашем пути, препятствие в отношениях, в делах. Вы не получаете, вот вы чувствуете, что должны получить, вы этого не получаете. Это может быть влияние, вот женщина, королева трефовая, это мудрая, часто взрослая женщина, которая умеет манипулировать или умеет продавить как-то своей волей. Влияние на вас может быть такое, в этом случае у вас стоп ощущается в жизни, то есть не можете куда-то пройти, куда-то попасть. Общение на расстоянии, да, когда между нами расстояние, и на это тоже влияет какая-то змея. Либо это вы немного увлеклись манипуляцией и перетягиванием в свою сторону в каких-то отношениях, вас это тоже тормозит. То есть вам кажется, что вы делаете во благо себе, но через змею, знаете, свой опыт надо проявлять именно в позитивном ключе. То есть никого, когда мы манипулируем и решаем что-то за кого-то, мы всегда блокируем себя, потому что мы как бы подключаемся к судьбе того человека и живем не свою жизнь. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. Вы умный, опытный человек, вам нужно следовать именно по своему пути, да, выбрать свой путь и следовать по нему. 26 июля, здесь 25 было, 26 июля,
Гроб, окончательное завершение чего-то в вашей жизни и сердце, да, прекращение общения, прекращение связи с кем-то. По сердцу идет что-то, к чему вы привыкли и что наполняло вас, вдохновляло. Вот заканчивает, ну, у вас вообще переходный какой-то, видимо, этап, потому что заканчивается, да, тут заканчивается, вы передумали куда-то двигаться, передумали чего-то достигать. И здесь тоже, знаете, это как будто бы наработанные отношения, но вы понимаете, что пришла пора, может быть, на другой уровень перейти, может быть, другие отношения вам нужны. В любом случае, такими, как были в личной жизни, да, отношения в вашей жизни больше не будут. Вы переходите на новый уровень, заканчивается что-то, какая-то связь в вашей жизни, заканчивается или переходит на новый уровень, это индивидуальный очень вопрос, здесь надо лично вас смотреть. Далее, 27 июля, крест, и здесь искупление кармы идет по этой карте. А солнце — это новый день, восход, счастье, приток сил, осознание, получение ответов откуда-то изнутри, да. Вы прошли какое-то или испытание, как экзамен сдали, знаете, выдохнули, и наступил новый день в вашей жизни, наполненность энергией, осознанием, как действовать дальше. Мне очень нравится, что у вас очень довольно чистые карты, но вот здесь Луну вижу, сейчас до нее дойдем, а так вы очень трезво понимаете, что и как вам делать, вы понимаете, от чего вам надо отказаться, да, что вас ограничивает, и в то же время понимаете, что вам сделать, чтобы вот зажечь максимальное солнце в своей жизни. А солнце — это деньги, это здоровье, это удача в личной жизни, это ваше счастье, вы как солнышко, да. Далее, но все равно сомнения какие-то остаются, но сомнения, смотрите, может быть, связаны с личной жизнью, да, как-то, или что-то не устраивает вас в партнере, в союзе вашем, в вашей личной жизни. Вы переживаете, боитесь за ваш союз, за союз с кем-то. Договоры это могут быть, это не только брачные союзы и брачные договоры, это еще договоры и по бизнесу. Вы очень сомневаетесь в делах, да, вы заключили договор с кем-то, может быть, это договор и как-то связанный с деньгами, и очень сомневаетесь в нем, но тут я вам не могу сказать, это чисто ваши сомнения, а оправдаются они или нет, пока не ясно. 29 июля, собака снова у нас выходит с лилиями. Собака... Верность, надежность, снова вы. Вы знаете, вы такой очень порядочный человек, такой и добрый, и защитником вы можете быть, вот, и у вас верный нюх, верное чутье. Посмотрите, вы можете договориться. Это спонсорство, это какая-то поддержка, это получение от государства какой-то поддержки. Это человек, который может вложиться в вас, вот, и вы, это, вы считаете этого человека, вы для этого человека друг, вернее, потому что король пиковый, он всегда идет как такой меценат, который немного отстранен. Он вкладывает, и он хочет, чтобы вы получили результат. То есть он хочет увидеть, что его вложения выросли. При этом он может не хотеть заработать на вас. Это такой король, который вкладывает, и ему нужен результат, но просто как, знаете, как то, что, ну, что-то произошло, что-то создалось. Вот. И он такой отстраненный. То есть это люди часто не такие, не особо эмоциональные. Вы эмоционально проявляетесь к человеку, который может вам помочь. То есть вы как-то очень-очень включены в то, чтобы этот человек участвовал в вашей жизни, был при этом без подавления, да, здесь вот как бы помогает, но не ограничивает. И вы можете настроить такую связь, она такая как дружеская может быть в вашей жизни. Вот, можете, потому что вы достаточно такой человек эрудированный, умный, мы уже это видели, и верный, надежный, таких людей немного, особенно в каких-то делах, если мы берем бизнес-дела или какие-то профессиональные сотрудничества, да, мало таких людей, которые готовы искренне относиться к своим коллегам. 29 июля... 29, нет, 30 уже, 30 июля, Луна, вот оно, да, вот опять сомнения, смотрите, да, сомнения, и они выставляют вам преграды, это личные ваши страхи, это личные ваши сомнения, внутри вас спор с самим собой, и здесь вы как будто бы на месте стоите, замерли, ну, пока с этим, здесь непонятно что, да, Луну можно заподозрить в воздействиях, кстати, что, да, если вот здесь Луна, змея, это женщина, которая на вас влияет энергетически, то здесь Луна будет выставлять, то есть магия, которая выставляет вам преграды, здесь вы можете почувствовать в этот день и такое.
Вот. Ну, мы самостоятельно себе тоже своими... Ну, опять же, откуда берутся сомнения, да, это какая-то энергетическая грязь в любом случае там у нас на тонких планах. 31 июля. Медведь и лиса. Какое сочетание прекрасное. Оба животные тотемные, и вот оба имеют за собой силу, вернее, они дарят вам силу. Смотрите, но у вас здесь идет как конфронтация. Обратите внимание, какие обе карты агрессивные. Да? Медведи и лисы изображаются по-разному. Иногда позитивно. Здесь медведь защищается от манипуляции лисы. То есть все-таки воровство какое-то имеет значение. Видите, лиса, она таскает. Она, значит, змея все-таки может быть какой-то женщины, которая влияет, да, и у вас защита выставляется, активируется, но вас эта защита может блокировать, вот в чем дело. То есть вы защищены от того, чтобы вас что-то не крали и не провоцировали, но при этом вы как бы отвернуты от своего истинного пути. То есть здесь такая, как уравнение, которое нужно решить, как вам действовать, чтобы быть защищенным и в то же время не блокироваться. День довольно может быть или агрессивным, или такой вот, знаете, на страже, когда вы под контролем держите, под контроль, да, медведь, под контролем держите любые влияния в свою сторону. Но лиса — это такая вещь, которая, вы знаете, она украдет, и вы заметите уже только после того, как у вас украли. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Так, я делаю для вас аффирмацию, как обычно. Я желаю вам верных союзов, знаете, чтобы вот вы верная собака, такая верный человек с верным чутьем, и в вашей жизни были все друзья, союзы с такими людьми у вас были, да. Ну, давайте поддержку, наверное. Не поддержку, мне хочется вам защиту все-таки. Так, медведь у нас, мы договорились, что вас блокирует, да. Давайте вот эту безопасность дома. Дом защищает. Дом. Вы потому что очень верно, знаете, может быть, друзей чувствуете, да, кого заводить. Вот эти союзы, они будут вам помогать. Союзы верные, с верными людьми. Давайте все-таки хочу взять ее. Союзы с людьми, которые вас поддерживают, которые обеспечивают вас. Вы не забывайте про свой дом, про свою семью, прокачиваетесь туда, и вас эта структура родовая, семейная, она вас тоже и вдохновляет, и защищает. Вот эта установка верных связей, надежных связей, да, верность такая идет по собаке, и постоянная помощь, постоянная поддержка и постоянное восстановление, которое дает нам родовая структура. Вот этого всего вам желаю. Посмотрите, да, какие карты. Это для вас такой заговор, аффирмация на ближайшие 10 дней. И да будет так, пусть все у вас будет хорошо, так, как вам нужно. Я благодарю вас за участие в раскладе. Такой прекрасный получился расклад. Да, берите на вооружение, действуйте во благо себе. Благодарю вас и буду благодарна за любую реакцию на канале. Лайкайте, пожалуйста, комментируйте, как у вас проживаются карты. Мне очень интересно. Я отвечаю на ваши комментарии. И подписывайтесь, увидимся уже в ближайшее время на следующих прогнозах. Благодарю не только. Пока-пока, увидимся.